в Израиле пришли к власти то, что я называю неосионисты. Если самая первая, первичная идея сионизма – это было создать еврейское государство, они его создали, то теперь цель неосионистов – это расширить территории этого государства еврейского, которые создали их предшественники сионисты. То есть сегодня неосионисты, такие как Бацалель Смотрич, такие как Бен Гвир, такие как Моше Фейгин, они что пропагандируют? Они пропагандируют, я процитирую сегодня девиз, который есть у одного из израильских самых таких ярых неосионистов. Его девиз такой: захватить, выгнать, поселиться. То есть захватить земли на западном берегу реки Иордан, выгнать палестинцев и поселиться, то есть поселить, расширить территорию государства Израиль, фактически аннексировать эти земли. Но является ли это хорошо? Это для Израиля является губительной политикой, губительной повесткой дня, поскольку вместо того, чтобы идти на урегулирование палестино-израильского конфликта, вот эти как раз вот движения неосионистов, они ведут Израиль наоборот к еще большим конфликтам, к еще большим войнам. И на фоне той войны, которая сейчас произошла, начиная с 7 октября между Хамасом и Израилем, теперь есть борьба, еще раз мы возвращаемся на микроуровень. На микроуровне сейчас внутри Израиля есть борьба. Есть борьба между так называемыми в кавычках левыми, которые левые в основном в своей массе, они светские. Они понимают, что неосионисты ведут государство Израиль к гибели, поскольку чем дальше продвигается повестка дня о том, что нужно продолжать захватывать новые земли, на которых проживают палестинцы, это раз. Продолжать препятствовать созданию палестинского государства, это два. Продолжать угнетать и не давать им полные права, то есть нарушение прав человека, полные права палестинцев, это три. Это не ведет Израиль ни к какому светлому будущему и никакому развитию. Это только усугубляет ту проблему, в которой Израиль оказался еще с 1948 года. То есть, еще раз повторяю, я только вам привел пример борьбы, которая ведется на микроуровне в том же самом Иране, в том же самом Израиле. В тех же самых США тоже идет борьба на микроуровне. Какая идет борьба? В США идет борьба между республиканцами и демократами, между неоконсерваторами, между еврейским лобби, который находится в демократической партии, и еврейским лобби, который находится в партии республиканской. Вот эта борьба, она переходит все в более и более острую фазу. Еще раз подчеркиваю, что это борьба на микроуровне, а щепки летят на макроуровень. То есть если когда был в бытность президента Трампа, Трамп поддерживал Израиль, он перенес посольство США в Иерусалим, он инициировал Авраамские соглашения, он поддерживал Израиль дипломатически, то есть в Совбезе ООН, и он поддерживал Израиль с помощью военной помощи. То что делает Байден, демократы? Абсолютно все наоборот. Прекращает военную помощь, инициирует провозглашение палестинского государства, проводит антиизраильскую политику и постоянно подталкивает Израиль к тому, чтобы он прекратил военную операцию в секторе Газа и пошел на переговоры с Ираном и прекратил эскалацию на севере страны с Хизбаллой. То есть это явная антиизраильская политика, когда у власти находятся демократы. Вместе с тем, что у власти находятся либо республиканцы, либо демократы, есть еще один важный фактор – это еврейское лобби. Есть еврейское лобби, которое находится в партии демократов, они проводят антисионистскую повестку дня. Есть еврейское лобби, которое находится в партии республиканцев, они проводят произраильскую повестку дня, просионистскую повестку дня. Но здесь очень важно понимать, почему вот эти как раз евреи, которые они находятся в США, и с той, и с другой стороны этих двух партий, если они ярые сионисты, то почему они, предположим, не принимают решение переехать в Израиль? Ведь суть идеологии сионизма – это чтобы собрались все евреи в Эрец-Исраэль, да, в Святой Земле, в государстве Израиль. Тем не менее, около 6 миллионов евреев, которые проживают в США, они не собираются и не едут в Израиль, хотя они, находясь у себя дома в США,
со всех трибун кричат о том, что университеты нужно, чтобы деканы университетов, где были пропалестинские демонстрации, чтобы они были уволены, чтобы они ушли в отставку, поскольку они поддерживают антисемитизм. Они выступают за то, что Америка полностью всей своей мощью готова поддерживать Израиль в любой войне, в маленькой региональной, в локальной или в глобальной. С другой стороны, еврейское лобби, которое находится со стороны республиканцев, они говорят следующее, что Америка не должна быть втянута в войну из-за Израиля, что Америка, чем больше она помогает Израилю, тем хуже она делает, поскольку помощь оружием не ведет к урегулированию, а наоборот ведет к эскалации. То есть, еще раз подчеркиваю, это идет борьба на микроуровне. Далее, Израиль, в принципе, как само государство, для американских евреев это просто идея. Это очень удобная идея, чтобы вот за эту идею держаться как за якорь. В социологии есть такая теория, называется существенный или значимый или важный третий. То есть это называется significant other, то есть очень важный внешний фактор, который только благодаря этому внешнему фактору, на фоне этого внешнего фактора тот или иной человек становится тем, кем он является. Я попытаюсь это объяснить. Например, вот этим как раз и американским сионистам, которые выступают за Израиль, но в Израиль сами не едут, они используют этот Израиль для себя, для своего внутреннего потребления, как якорь, за который они держатся, и за который они выступают, и за который они зарабатывают свою репутацию себе и зарабатывают себе дивиденды внутри своего вот этого вот мира, в котором они живут, в Соединенных Штатах Америки, то есть американцы. Эти же американцы, которые топят за Израиль, они почему-то не принимают решение взять свою семью и эмигрировать в Израиль. Возможно, что это было бы гораздо больше помощи Израилю, нежели если бы они выступали с трибун, находясь все еще у себя в Америке, и выступали в поддержку Израиля. То есть Израиль для них это как идея. Вот они за эту идею держатся. И в принципе вот эта идея питает их вот этой вот жизненной энергией, если хотите, и им есть зачем вставать по утрам. То есть чтобы было что-то, ради чего они могли на каком-то факторе, чтобы они могли хайповать. То есть вот это как раз и есть то, что человеку очень часто необходимо. Ему необходима идея, на фоне которой он будет чувствовать себя значимым и важным. И сейчас можно увидеть на всех ралли, которые происходят, предвыборные ралли в поддержку Трампа, все, кому не лень, выходят на сцену и кричат, что вот наша цель – это Израиль, это победить Израиль, это чтобы Израиль был мощный, чтобы Израиль был сильный и чтобы он победил всех врагов на Ближнем Востоке. Но на самом деле они это все делают, они это все говорят для своего внутреннего потребления. То есть они не выражают такую поддержку, о которой они говорят. То есть все это предвыборная риторика. Нужно понимать, нужно все держать в балансе. Нужно все держать вот все, что вы видите, все, что вы слышите, все вот эти вот дебаты, все вот эти вот громкие речи, нужно все брать в пропорцию. Поскольку многие люди, которые много говорят, они обычно мало делают. И наоборот, люди, которые говорят меньше, они обычно больше делают и показывают своими поступками, а не своими словами. Далее немножко вернусь назад, что происходит сейчас вокруг Израиля и внутри Израиля. Вот как раз вот эти вот неосионисты, почему я все время утверждаю, что они все-таки, наверное, ведут Израиль к губительному будущему, нежели к позитивному. Поскольку сейчас идет война с Хамасом, и уже идет 5-й раунд переговоров об освобождении заложников, каждый раз эти переговоры на эти условия, которые идут со стороны Хамаса, Израиль постоянно отвечает отказом. Пока в Израиле находятся у власти те люди, которые находятся, они не способствуют к разрешению этого конфликта, а наоборот его усугубляют. Уже всем понятно, что премьер-министр Израиля Нетаньяху, он торпедирует сделку с Хамасом, а не Хамас с Нетаньяху.
Теперь, что делают неосионисты? На фоне этой войны они отменили закон о размежевании. У нас был такой закон, который позволял при необходимости освобождать земли, если были на них, на этой территории израильские поселения. Этот закон, который вошел в силу еще с 2005 года, когда Ариэль Шарон объявил о программе размежевания. Этот закон был отменен вот этими как раз неосионистами, которые находятся сейчас у власти. Далее они постоянно продвигают разрешение на строительство новых поселений и новых городов, израильских городов, за зеленой линией, то есть на западном берегу реки Иордан. Это делать им нельзя, поскольку вследствие шестидневной войны 1967 года эта территория, она должна находиться только под военной администрацией государства Израиль, но не под администрации гражданской. Строительство жилых поселений и жилых районов это уже является гражданским актом действий, а не военным. То есть это уже постепенно идет замена военной администрации на гражданскую. Но это не отвечает той резолюции ООН, которая была принята вследствие шестидневной войны, о том, что эта территория, которую захватил Израиль, она пока что остается под контролем Израиля, но не является территорией государства. То есть военная администрация, а не гражданская. Тем не менее, Бацалель Смотрич, это наш активист, неосионист, он высказался о том, что нужно постепенно эту территорию аннексировать. Далее идет дискуссия в Израиле, в израильском Кнессете о принятии закона о запрете провозглашения палестинского государства. То есть, еще раз хочу тут подчеркнуть, пытаются принять закон о том, что какая-то третья сторона, какая-то третья нация, чтобы ей запретить провозгласить свое государство. То есть, каким образом может одно государство принимать у себя внутри закон о том, что оно будет всячески препятствовать провозглашению государства другого, совсем другого народа. То есть это, судя по международному праву, оно не выдерживает никакой критики, и оно будет, этот закон, конечно, любое государство может принимать любые законы, которые оно только, главное, чтобы было большинство, если парламент проголосует, то этот закон может быть принят. Но неизвестно, как он будет, как впоследствии нынешнее правительство планирует его воплощать в жизнь, то есть препятствовать провозглашению палестинского государства. А если голосование в Ассамблее ООН проголосует за провозглашение палестинского государства и будут обговорены границы, в которых это государство должно быть провозглашено, то как Израиль, имея у себя в стране закон о запрете провозглашения этого государства, как оно может этому провозглашению препятствовать? То есть препятствовать оно может только военными методами. То есть военной силой препятствовать созданию какого-то третьего внешнего государства другой нации, другого народа. То есть что должно в этом случае делать ООН? ООН должны Израиль принудить, чтобы оно следовало принятой резолюции. А как можно Израиль принудить? Сначала объявить санкции, потом объявить экономические санкции. Следом за этим может последовать военное принуждение. Я уже не раз говорил о том, что, возможно, к Израилю вполне возможно с точки зрения мировой практики может применен так называемый югославский сценарий. Как страны НАТО принудили Югославию остановить войну, то, что они считали геноцидом боснийских мусульман. Они принудили, закрыв небо над Югославией и начав гуманитарные бомбардировки Югославии и нанесение ракетных ударов по Белграду. Это как раз и сценарий, который очень похож на тот сценарий, который происходит сейчас. То есть первое уже произошло. Израиль уже обвинили в геноциде палестинцев в секторе Газа. Это уже было. Далее должна последовать, если последует голосование за провозглашение палестинского государства, будет принята резолюция, и Израиль откажется ее признавать, то следующим этапом что должно последовать? Принуждение Израиля с использованием военных методов, что ли? Так что получается, что ООН либо пошлет контингент миротворцев, либо, если это не сработает, что тогда блок НАТО будет военными методами принуждать Израиль отвести свои войска с западного берега реки Иордан
и отдать эту землю под провозглашенное палестинское государство. Это звучит как фантастика, но тем не менее это абсолютно реальный сценарий, который может произойти именно в ситуации, которая разворачивается сейчас в Израиле. Но причиной этому, еще раз повторюсь, вернусь назад, могут стать как раз виновниками этого, могут стать вот эти вот неосионистские идеи цитирую Фейглина, Моше Фейглина, захватить, выгнать, поселить. Вот это как раз вот эти вот идеи неосионистского толка, они как раз и поэтому могут привести Израиль к катастрофе, поскольку если Израиль войдет в конфликт еще и кроме арабских стран, еще и с западными странами, с членами блока НАТО или ООН, то тогда Израиль один не выстоит в этой борьбе. А если он не выстоит и он пойдет на переговоры, то это уже будет переговоры с позиции слабости, не с позиции силы. То есть Израиль уже практически будет дискредитирован. И будущее этого государства, оно очень туманное, поскольку все будут помнить вот это вот поражение Израиля перед натиском международных организаций и мировых институтов, таких как ООН и таких как НАТО. То же самое и Европарламента, который требует от Израиля, опять же, прекратить строительство на западном берегу реки Иордан, прекратить военную операцию в секторе Газа, прекратить то, что в их понимании является геноцидом палестинцев. То есть сейчас те люди, которые у власти, оно не похоже на то, что они стремятся к разрешению этого конфликта. Все похоже к тому, что те, кто находится у власти в Израиле, они стремятся к ухудшению ситуации и к эскалации, и не разрешению, а усугублению. Еще раз повторю, вернусь на начало нашей дискуссии. Борьба идет на микроуровне, но все идет, щепки летят, и последствия они ощущаются на макроуровне. То есть приближается большая война региональная на Ближнем Востоке, которая может постепенно перерасти в глобальную войну между мощными державами, такими как Китай, Россия, Иран, Египет, на стороне глобального Востока, и Израиль, США. Возможно, к нему на помощь придут такие государства, как Великобритания, возможно, Франция, на стороне глобального Запада. Но мы уже сразу видим, что силы не равны, и что, скорее всего, глобальный Запад может потерпеть поражение в этой борьбе. Но еще раз подчеркну, я сейчас заговорил о глобальной войне, но я начал с того, что эта война может развязаться вследствие вот этой вот внутренней борьбы на микроуровне внутри Израиля и между вот как раз нашими так называемыми левыми, которые стремятся разрешить палестино-израильский конфликт, и радикальными правыми неосионистами, которые наоборот стремятся расширить границы и территории Израиля и дальше оказывать натиск на арабские государства и арабские группировки, которые находятся вокруг. Это Хизбалла, это Хамас и далее это Иран, которые они считают главным посредником и главным спонсором этого терроризма. Несмотря на то, что Иран это шиитское государство, а Хамас это суннитская группировка братьев-мусульман, тем не менее, как будто бы они это не замечают, они не видят, что Иран в полной мере, будучи шиитским, не может поддерживать братьев-мусульман, будучи суннитами. Но кто их поддерживает? А их поддерживает самый близкий союзник Израиля, это Катар. То есть как будто бы этого не замечают, что Катар является главным спонсором Хамаса. На протяжении десятков лет Катар передавал с молчаливого согласия Израиля деньги Хамасу, и Катар сегодня играет главную роль в качестве посредника между Хамасом и Израилем. Но тем не менее, все камни летят в сторону Ирана. А почему это происходит? Да потому что они планируют, что Иран стоит за группировкой Хизбалла. Но группировка Хизбалла, она не нападала 7 октября. 7 октября напала группировка суннитов, братьев-мусульман. А кто стоит за суннитами, за братьями-мусульманами? За ними стоит Турция. Но тем не менее, к Турции Израиль, то правительство, которое находится сейчас в Израиле, никаких претензий пока в открытом форуме не предъявлял. В основном все претензии предъявляются к Ирану, который в принципе не имеет никакого практически отношения к той войне, которая сейчас развязывается между Израилем и Хамасом. Теперь такая же абсолютно ситуация происходит, вот та архитектура ситуации, которую я вам сейчас описал на Ближнем Востоке, поскольку этот регион ближе ко мне, и поскольку я это все вижу и ощущаю
как бы находясь здесь, и эти все события происходят вокруг меня, я уверен, я вам дам сейчас практически намеки на то, что похожая ситуация происходит между Украиной и Россией. Война в Украине абсолютно похожа по своей архитектуре и по своему раскладу на ту войну, которая происходит здесь, на Ближнем Востоке. За Украиной стоит глобальный Запад, за Россией стоит глобальный Восток. Украина постоянно получает поддержку от Запада вооружением и дипломатией, то есть голосование в НАТО, голосование в Европарламенте, голосование в ООН, все идет в поддержку Украины со стороны глобального Запада. То же самое происходит по отношению к Израилю. Израиль получает военную помощь из Запада, военную помощь из США. Откуда получает Иран помощь? Иран получает помощь от глобального Востока, то есть Китай, Россия. Вот это вот как раз и противостояние больших блоков. И тут снова мы возвращаемся к тому, что конфликт идет, борьба идет на микроуровне, но последствия происходят на макроуровне, то есть снизу вверх. Что происходит сейчас между Россией и Украиной? Между Россией и Украиной сейчас идет вот та война, которая идет, она уже не идет на то, кто одержит победу или понесет поражение. Нет. И той, и другой стороне понятно, что переговоры, мирные переговоры – это вопрос времени. Сейчас суть этой войны, вот этих вот военных действий на территории Украины между силами России и армией Украины сходятся лишь к одному. С какой позиции кто сядет за стол переговоров? Будущие переговоры, которые, судя по тому, что сказал Дональд Трамп, произойдут еще в конце этого года. Кто сядет с позиции силы, а кто сядет с позиции слабости. Вот это суть сейчас того конфликта, который происходит на земле. Украина пытается добиться каких-то тактических дивидендов, каких-то тактических побед на земле, например, отбросить российские войска или перейти в контрнаступление. Россия продолжает осуществлять массированное жесткое давление на украинские военные силы, чтобы сесть за стол переговоров с позиции силы. То же самое пытается сделать Украина. Хотя бы как минимум сесть за стол переговоров, имея у себя в кармане какие-то дивиденды тактические на земле. То есть, например, в каком-то направлении остановить наступление русских, в каком-то направлении русских отбросить, в каком-то направлении начать контрнаступление. С тактической точки зрения, с военной, это как раз и есть те дивиденды, но время уже заканчивается. К концу года все понимают, что рано или поздно придет развязка. Развязка придет в форме договоренностей, то есть нужно будет сесть за стол переговоров. И вот тогда две эти стороны, российская и украинская, они сейчас воюют за то, с какой позиции будут они вести переговоры. Вот в этом и есть суть той ситуации, которая происходит между Украиной и Израилем. Абсолютно то же самое происходит на Ближнем Востоке. Все понимают, и израильская сторона, и Катар, и США, и Иран, и Египет, и Хамас, они все понимают, что рано или поздно Израиль будет вынужден пойти на переговоры с Хамасом. И сейчас суть этой войны в секторе Газы – это с какой позиции кто будет говорить, с позиции силы или с позиции слабости. Почему Хамас пока еще все старается оттянуть обмен военнопленными? Поскольку вот эти вот заложники и израильские военнопленные, которые находятся в руках Хамаса, это и есть козырная карта позиции силы. То есть Хамас, имея у себя заложников, он сядет за стол переговоров с Израилем с позиции силы. Израиль пытается любой ценой этих заложников вернуть. Но опять я возвращаюсь на микроуровень. Внутри Израиля идет борьба. Поскольку правые радикалы, неосионисты требуют от Нетаньяху не идти на переговоры с Хамасом, Нетаньяху пытается пойти на переговоры с Хамасом, чтобы хотя бы вернуть часть заложников, поскольку теряем время, и их кондиция непонятная, и физическое состояние непонятное, живы они или не живы, скорее всего, что большинство уже не живы, но тем не менее, хотя бы те, кто еще живы, хотя бы нужно вернуть домой, вызволить из плена. Но Хамас любой ценой не хочет их отдавать, поскольку он потеряет козырные карты, когда начнутся переговоры. Неосионисты,
которые давят на Нетаньяху, которые сидят сегодня в коалиции, они постоянно угрожают Биньямину Нетаньяху, что они развалят правительство, если он пойдет на переговоры с Хамасом. В их понимании переговоры с Хамасом это будет поражение Израиля, то есть поражение ихней идеологии неосионизма, то есть и переговоры с палестинцами, а ведь я только что вам объяснил, что они всячески стараются палестинцам не допустить создания палестинского государства. Но если Израиль пойдет на переговоры с Хамасом, это фактически будет означать, что правительство Израиля признало Хамас в качестве партнера, в кавычках, на переговорах. То есть до сих пор Хамас являлась просто группировкой без государства, абсолютно неофициальной. Но если с ними начнутся переговоры, то есть это уже переговоры будут означать признание Израилем Хамаса в качестве какого-то политического или квазиполитического образования. А это уже будет предпосылка для будущего, что Хамас будет продолжать быть интегральной частью любых переговоров и любого процесса урегулирования между Израилем и палестинцами. То есть, еще раз повторяюсь, Хамас борется, чтобы выиграть какие-то дивиденды для самого себя, для будущей динамики, будущего процесса, переговорного процесса, когда вопрос встанет о создании палестинского государства. Хамас хочет иметь серьезное давление и влияние на этот процесс. Вот в чем суть сейчас этого конфликта. Кто сядет за стол переговоров с позиции силы и у кого будут козырные карты. Это как игра в покер. Поэтому сейчас Хамас борется за то, чтобы в будущем он оставался интегральной политической фигурой или политической силой. Чего требуют правые радикалы? Они требуют уничтожить Хамас, продолжать оказывать на него военное давление и военный натиск на территории сектора Газа. Несмотря на это, те, кто находится в оппозиции, которые противостоят коалиции, они требуют, чтобы остановить военную операцию, пойти на переговоры с Хамасом. Это подразумевает под собой, то есть это очень громкий намек на то, что оппозиция в принципе уже смирилась с идеей о том, что палестинское государство будет создано и что это неизбежно. Кто до конца еще пока борется, чтобы этого избежать, за это как раз борются, чтобы избежать создания палестинского государства. Вот эти как раз неосионисты, которые правые радикалы, которые требуют ни в коем случае не идти на переговоры с Хамасом, захватывать все больше и новые земли, строить там еврейские города и любой ценой избежать или любой ценой противостоять или любой ценой не допустить провозглашения палестинского государства. Вот в чем идет сейчас внутренняя борьба Израиля. И тут снова я вам сейчас демонстрирую о том, что борьба идет на микроуровне. Но все последствия, они видны и они имеют прямое влияние на макроуровень. То есть это война между народами, это война, которая может в себя втянуть других глобальных игроков, таких как Россия, Китай, Иран или США. И эта война уже попахивает глобальной войной, если не Третьей мировой. Саймон, огромное спасибо. Вот несколько, с вашего позволения, несколько комментариев и вопросов. Юзер 324 пишет: Саймон, мы уже знаем, что такое неонацисты, точнее не знаем, но нам об этом очень часто рассказывают, что якобы мы боремся с неонацистами на Украине. А что такое неосионисты и чем они отличаются от обычных сионистов? Я повторю, я уже объяснил, я сейчас повторю. Сионисты это была идея на базе, на фундаменте которой был создан и провозглашен Израиль, то есть еврейское государство. Вот это была главная цель сионизма. Когда это государство было провозглашено, фактически идеология сошла постепенно на нет. То есть главной целью было создать государство. Оно было создано. Теперь, когда оно создано, новые идеи, новые активисты,
последователи новой идеологии неосионизма, они теперь стремятся вот это созданное государство расширить его границы, сделать его еще большим, впоследствии привести к тому, что это будет то, что называется Great Israel, это Великий Израиль. Можете найти в интернете исторические или мифологические сказания о том, что такое Великий Израиль, который включает в себя целый ряд государств арабских, которые сейчас находятся вокруг Израиля. Если вы увидите эти старые карты, они включают в себя, это библейские карты Великого Израиля. Вот эти как раз неосионисты, они ведомы вот этой вот библейской, местами мифологической идеологией о расширении территории и границ государства Израиль, которое было создано вот их предшественниками-сионистами. Вот это неосионизм, это фактически, который пошел еще дальше, чем сионисты. То есть получается, что неосионисты – это сионисты в квадрате. Вот еще несколько комментариев. Вот говорят, что если, получается, они неосионисты, которые, девиз у которых захватить, победить, вырезать оставшихся мирное население, провозгласить исконно своими землями, то, собственно говоря, и нынешнего Израиля бы не было. Ведь, собственно говоря, вот этими темпами. Другое дело, что аппетиты, видимо, растут, и они не могут остановиться. Вот именно вот эти, но не понимают, что они тем самым натравливают весь остальной мир против всего народа. Вот как пишут в комментариях. И еще один интересный комментарий. Как вы считаете, Саймон, есть ли связь между великим Израилем и великой Арменией? Ведь действительно такие вот теории очень часто можно видеть в интернете. И они тоже вот выдвигают свои теории от моря до моря, Великая Армения, что большая часть Турции, Ирана, там Грузии, Азербайджана, даже Дагестана, это якобы исконно их земли. И очень много народа, армян, которые в это действительно реально верят. Они говорят, что первые люди на земле был не Адам, а арменоиды, как они называются. То есть, вот как вы считаете, между этими силами, которые навязывают вот этим народам исключительность, избранность, вот есть ли между ними какая-то связь, или все-таки это отдельная история? Существует теория о том, что армяне – это и есть затерянное 13-е колено Израиля. Это вот я положу здесь рядом. Такая теория действительно есть. Вы знаете, вот этот из Египта вышли 13 колен Израиля, из которых спаслись только 12, 13-е пропало. Это так в двух словах очень образно. Это целая плеяда книг, историй, рассказов, научных теорий и вечный и перманентный поиск этого 13-го колена. Есть даже версия о том, что Япония, это как раз является японцы, это 13-е колено Израиля. Есть также версия, что Армения это является 13-е колено Израиля. Так вот, есть также целый ряд других теорий, которые тоже звучат более, скажем так, более фантастически, меньше реальные. Например, то, что Гренландия, то есть народ, который живет в Гренландии, это является третье затерянное колено Израиля. Денемарк, то есть Дания, это колено Данова, которое было потерянное колено, 13-е колено Израиля. Это я вам сейчас наспех перечислил все теории, так вот по памяти, о затерянном 13-м колене Израиля. Есть теория о том, что армяне как раз и есть Армения, это и есть 13-е колено Израиля. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, что ваш подписчик видит сходство между идеологией, которую продвигают армянские какие-то активисты, или, то есть, и идеология, которую продвигают израильские сионисты, она где-то в чем-то схожа. Возможно, что ответ к этому таится как раз и вот в этой теории, которую выдвинуло несколько уже ученых, писателей, о том, что в поиске вот этого 13-го колена есть одна из теорий, говорит о том, что именно Армения и армяне являются 13-м потерянным коленом Израиля. Саймон, много слов
благодарности. И еще один комментарий. Шалом алейхам, Саймон и Роман. Спасибо вам за важную информацию. Вас смотрит Израиль. Также много комментариев, слов благодарности. Люди действительно хотят узнать, что происходит и можно ли как-то избежать вот каких-то трагических последствий, чтобы было как можно меньше человеческих, людских потерь. Есть ли вот такая возможность избежать каких-то глобальных конфликтов? Это, наверное, заключительный вопрос. В Израиле израильское общество, оно поделилось, существует и доминирует очень большой раскол. Особенно вот обращаясь к подписчикам, которые из Израиля, они это, наверное, знают по себе, что имеет место очень серьезный глубокий раскол в израильском обществе. То есть Израиля, есть два Израиля, я так обычно говорю. Есть Израиль до 7 октября, есть Израиль после 7 октября. У 7 октября, у события 7 октября есть очень далеко идущие последствия. И этих последствий очень много, и они на разных уровнях. Например, правые радикалы, те, кого я называю неосионистами, которые теперь уже, когда есть уже государство Израиль, как бы оно существует, еврейское государство, не к чему больше стремиться. Почему они неосионисты? Поскольку они стремятся пойти дальше. Они стремятся теперь то государство, которое уже создали сионисты, они пытаются расширить его границы, то есть и привести его к великому Израилю. Так вот, как они использовали трагедию 7 октября? Они сразу начали утверждать, что, посмотрите, палестинцы, то есть Хамас, как будто бы они не понимают, что Хамас не представляет интересы всего палестинского народа. Ведь есть еще 3 с лишним миллиона палестинцев на западном берегу реки Иордан. А сколько есть еще беженцев, которые живут за рубежом, в Египте, в Сирии, в Иордании. Они разбежались по всему миру. Неужели вы думаете, что Хамас это является представителем всего палестинского народа в мире? Это далеко не так. Тем не менее, правые используют это в своих целях следующим образом. Они говорят так: посмотрите, палестинцы, они все, абсолютно все до единого. Если Хамас напал на Израиль, значит это палестинцы, все напали на Израиль. Все палестинцы в лице Хамаса, говорят правые, они ненавидят Израиль, раз, ненавидят евреев, два, и их конечная цель уничтожить государство Израиль и выгнать всех евреев. Но как тогда вы объясните переговоры и мирные соглашения Осло, последствием которых было палестинским народом до признания Израиля, до признания Израиля еврейским государством и до признания евреев проживать на территории Израиля? Когда лидером палестинцев был Ясер Арафат, а впоследствии стал Абу Мазан, когда они пошли на переговоры с Израилем, и следствием этих переговоров стали договоренности в Осло, что получили палестинцы взамен? Они получили палестинскую автономию. Что такое автономия? Это уже один этап перед получением своего государства. То есть и Израиль, и палестинцы, они сделали все один шаг друг к другу. То есть каждый к направлению другого сделали один шаг. Палестинцы признали Израиль, а Израиль признал палестинскую автономию. И все уповали на то, что следующим шагом это будут полные, общеобъемлющие договоренности с палестинцами, и что будет провозглашено палестинское государство, и это палестинское государство признает Израиль, а Израиль признает палестинское государство, и будет два государства для двух народов. Это то, что написано в резолюции ООН, по-моему, номер 181, резолюция 1947 года, когда делили Палестину. В этой резолюции указано следующее: Палестина – это земля, два государства для двух народов. Но пока что на Палестине появилось и было провозглашено только одно государство – Израиль. Я не говорю это хорошо или плохо, я говорю с точки зрения мирового права. Но палестинцы пока что остались до сих пор без государства, хотя в резолюции ООН говорится, что да, они должны получить свое государство. Правые радикалы, вот эти неосионисты, они 7 октября использовали, показав всем, продемонстрировав, что с палестинцами не о чем говорить, что там нету партнера,
что там не с кем вести диалог, и что их нужно только уничтожать, убивать, захватывать их территории. Это то, что сказали правые. Теперь что сказали левые? Когда левые были шокированы этой атакой 7 октября, они это использовали в своих целях следующим образом. Они сказали так: эта ситуация продолжаться дальше не может. Наши родные, наши близкие, наши дети погибли в этой ужасной резне 7 октября. Нужно пойти на урегулирование палестино-израильского конфликта, поскольку так жить больше нельзя. Что они хотят? Они хотят свое государство, давайте дадим им свое государство, пусть они провозгласят свое государство, и мы полностью будем, мы отмежеваемся от них полностью, мы полностью отключаемся от этого палестинского вопроса, и мы больше с ними не имеем ничего общего. Пусть они имеют свое государство, а мы имеем свое. Но хотя бы мы прекратим вот эти вот постоянные войны, конфликты, страдания, нападения, теракты, резню и так далее. Вот в таком фокусе, в таком ракурсе эту ситуацию видят левые. Поэтому вот эта ситуация, которая произошла в Израиле, она сильно расколола общество. Теперь, все бы было ничего, если бы в коалиции были равные голоса правых и левых. Но тут появилась еще одна проблема над уже существующей проблемой. То правительство, которое пришло к власти в Израиле, оно только правого толка. Там нету даже ни одного левого элемента. То есть там, с одной стороны коалиции, это правые радикалы, неосионисты, которые стремятся, еще раз повторю, к расширению территории Израиля, а это взаимоисключает создание палестинского государства, это взаимоисключает урегулирование палестино-израильского конфликта, и это еще больше усугубляет эту проблему, которую левые пытаются решить. С другой стороны коалиции находятся религиозные ультраортодоксы. Они относительно ведут себя тихо, потому что они внутри, у них есть отдельная идеология, адептами которой они являются. То, что происходит сверху, наверху, вот эта вот борьба, левые, правые, Хамас, Израиль, для них это все мишура. Они стремятся к построению, возведению третьего храма и прихода Машиаха. Но здесь есть один очень важный фактор. В их понимании светский Израиль, который сейчас существует в той форме, в которой он существует, он должен быть свержен, он должен быть убран или говоря грубо, уничтожен, поскольку светский Израиль мешает приходу Машиаха. Вот как раз они себя ведут относительно пока спокойно, но они сами у себя на уме. Но у них колоссальная политическая сила и колоссальные рычаги влияния на правительство Израиля и на премьер-министра Нетаньяху. Когда они дали о себе знать? Они дали о себе знать вчера, образно говоря. Это было несколько дней назад, когда прошел закон о том, что военная повинность, она распространяется на всех, не только на светских, но и на религиозных. То есть юноши и девушки из Яшив обязаны призваться, быть призванными в армию, особенно сейчас, в этот острый момент истории Израиля. И тут они дали о себе знать. Они вышли на улицу, и они начали перекрывать дороги, столкновения с полицией, демонстрации и протесты, поскольку их духовные лидеры, и здесь мы возвращаемся на то, что я вам рассказывал про Иран. По иронии судьбы, снова мы возвращаемся к когнитивному диссонансу. Самое похожее государство по своему политическому внутреннему строю, похожее на Израиль, это Иран. То, что мы снаружи видим, что это самый ярый соперник Израиля. Иран – это самое похожее государство по своему внутреннему общественному строю на Израиль. Более похожего государства в мире нет. В Иране есть двойственность власти. Религиозная, духовная, духовные лидеры. Эти же религиозные духовные лидеры – это в Израиле раввины, раввинистические или раввинические секты, которые, это старейшины, к которым прислушиваются все адепты ультраортодоксов. Такая же ситуация происходит в Иране.
А вторая сторона этой двойственной власти – это светское правительство, премьер-министр и президент. То же самое и в Израиле. Есть светская часть правительства, есть религиозно-духовная часть правительства. Так вот, абсолютно похожие системы политического устроя – это между Израилем и Ираном. Самый мнимый, казалось бы, враг Израиля по своей архитектуре внутриполитической и общественной похож максимально близко на ситуацию, на архитектуру внутреннеполитическую Израиля. Это парадокс. И вот тот раскол, который сейчас происходит в Израиле, он разделяет Израиль на сторонников урегулирования палестино-израильского конфликта и на противников урегулирования палестино-израильского конфликта. И сейчас, и тут мы возвращаемся к микроуровню, борьба идет внизу на микроуровне. Кто из них победит? Это то же самое, что как в Америке. Кто победит в США, демократы или республиканцы? От этого очень многое будет зависеть в мире. То, что сказал Трамп, если он победит, то есть республиканцы, он еще в этом году, до конца года, закончит войну между Россией и Украиной и закончит войну между Израилем и Хамасом. Но если победят демократы, то что будет? А мы все можем предположить, что будет. Будет абсолютно все наоборот. То есть усугубляться будет конфликт в Израиле, усугубляться и обостряться будет конфликт в Украине, и, возможно, возникнут новые конфликты. Поскольку мы же уже видели на практике, что за 4 года президентства Байдена не было ни одного мирового соглашения, были только все новые конфликты. Теперь, вот возвращаясь в Израиль, борьба идет на микроуровне. Одна часть общества стремится договориться с палестинцами, освободить заложников, свергнуть то правительство, которое находится у власти, и фактически пойти на провозглашение палестинского государства. Правая сторона, она стремится к чему? Продолжать угнетать и уничтожать палестинцев, забирать их земли, выгонять и строить новые израильские города. И ни в коем случае не допустить провозглашения палестинского государства. Я лично сейчас не выражаю ни ту, ни другую сторону. Я не говорю ни за, ни против. Я не говорю, что хорошо, что плохо. Я просто вам объективно представляю ситуацию, архитектуру, в которой это все происходит. Возвращаясь на начало нашей беседы, сегодня 21 век отличается тем, что события, которые происходят на глобальном макроуровне, это результаты борьбы на микроуровне снизу вверх, а не сверху вниз. То есть те силы, те группы, которые борются внутри каждого отдельно взятого государства, они имеют, это называется эффект бабочки. То есть это такая теория о том, что взмах крыла бабочки в одной части света может спровоцировать бурю на другой. Это абсолютно то же самое, это эффект бабочки. Борьба на микроуровне ведет за собой очень чаще, чем нет, очень тяжелые последствия и страдания на макроуровне. Саймон, огромное спасибо. Мы с вами прощаемся и надеемся, что совсем скоро вновь выйдем на связь. Всего вам доброго и до новых встреч. Всего доброго, до свидания.